Василий Иванович, чехи с хутору выбили. Чехи? А винтовка твоя где? Винтовка там. Там? Айда! Ай! А винтовка твоя где? Товарищ Таждив, Василий Иванович потерял в речке, когда с хутору драпали. Найди. А где твой пулемет? Пастухов. Я его, Василий Иванович, тут, у речки спрятал. Нарочно у самого бережку. За хутор! Спасибо, товарищи бойцы! А насчет винтовок вечером проверю. У всех разойдись! Здравствуйте. Я Фурманов. Здравствуйте. Назначен к вам в дивизию комиссаром. Знаю. Вот ткачи наши, добровольцы. Ну, прибыли? Прибыли. А вы не пулеметчик? Могу и пулеметчиком. А что? К самому делу прибыли. Получен приказ Михаила Васильевича Фрунзе. Завтра переходим в наступление. А что они там делают? Купаются. Жарко. Приходи ко мне, милочек, скажи мне.
сограждане! Чапай думать будет. Пугачевский полк выступит в полночь, разинцы будут в резерве. Таким образом, часам к 9 утра станица Ломихинская будет нами занята. Как думаешь, Елань? Думаю, главный удар на правом фланге. Вернее. А как думает комиссар? Я думаю, я полагал бы, командир уже принял другое решение. И, по-моему, оно правильное. Так. Ну, на то, что вы тут говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обеих флангов. Речку вброд не переходить, мост выдержит. Я сам проверял. Атаку начать ровно в 5 часов утра. А пойдем мы вот. Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Ты есть комбриг один, мой боевой заместитель. И подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так ведь пуля-то, Василий Иванович, она ведь не разбирает, кто комбриг, а кто... Да пуля не разбирает. А ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах? Иди. Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне, показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот, допустим, у них здесь 10 пулеметов, а здесь 2. Где? Тут, где 10? Тут. Соображать надо. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Стало быть, и должен быть ты там, где 2. Иначе без командира и бойцам может быть крышка. Теперь противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда из какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне, и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! Соображать надо. А ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. Да,
Ну так кто, если надо? А это называется затыльник. А это называется щечки. А это как называется? Затыльник. Щечки. Эх ты, герой. Уж и пошутить нельзя. Все вы каблы. Мы да мы, чапаевцы. Вот насчет баб тут вы действительно герои. Ну, насчет геройства ты это брось. Вот лазю к белым, живого языка приведу. Вот увидишь. Ну, насчет языка, да будешь или нет, там посмотрим. Да ты что думаешь, я уйду? Так тебе и ушла. Учи, дьявол, пулемету. А это называется щечки. А щеки, ей-богу, щеки. На германском фронте имел честь драться с генералом фон Людендорф. А теперь черт знает что. Чапаев. Говорят, какой-то бывший фельдфебель. Напрасно изволите смеяться, господин поручик. Чапаев очень серьезный враг. И нам одинаково опасны и он, и его слава. Петрович, принеси, пожалуйста, почту. Слушаюсь, Сергей Николаевич. А не находите ли вы, господин полковник, что ваше отношение с ординарцем слишком... Патриархальны, вы хотите сказать? Напротив, они вполне современны. Темпора мутантур. Времена меняются, меняется и тактика отношений. Жаль, что вы этого не понимаете, поручик. Идя в атаку, вы оглядываетесь назад, чтобы вам не пустили пулю в спину. Мы все должны оглядываться. А я не оглядываюсь. Петрович у меня с 14-го года. Прошел со мной по всем фронтам. Понимаете? Ругает. Кричит, застрелит. Да-да, застрелит. Кто застрелит? За что? Чапаев. Нас обоих? Из револьвера. Застрелит? Застрелит. Да за что ж? Да понимай. Из деревни к Чапаеву, ну, земляк приехал, каравал там тамошний. Так вот, Чапаев просил... Требует! Требует, именно, экзаменовать этого коновала на доктора, понимаете? И вот
Ох, виноват. Я ему и говорю, не может же ветеринарный врач и ветфельдшер экзаменовать Коновала на доктора. Чапаев раскричался, обозвал нас нехорошо. Сукиными детьми! Знаем мы вас, говорит, всех этих... Сукиных детей! Ни одному мужику не даете выйти на доктора. Экзаменовать, говорите, немедленно. И тут же документ выдать! Вот, и документ по всей форме. Иначе, говорит, у меня вот в нагане 7 богов, так 2 на вас спорчу. Вы здесь, голубчики? Жаловаться пришли, подлецы! Клестирные трубки! Шагом! Эх! И ты с ними гнилую интеллигенцию поддерживаешь? Не могут они. А я говорю, могут. И должны. Это что ж такое? Вы уж не даете ни одному мужику на доктора выйти. Куда это годится? Экзаменовать немедленно и документ выдать, чтоб по всей форме. Да понимаешь, Василий Иванович, не могут они, не могут, не имеют права. Да еще документ выдать по всей форме. Ты что, над Чапаевым издеваться? Застрелил, сволочь! Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать? Македонский? Полководец? Кто такой? Почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди, Наполеон, Суворов. А это как? Македонский? Да. Кто такой? Почему не знаю? Ну, его мало кто знает. Он жил 2000 лет тому назад. Да. Ты-то вот знаешь, и я знать должен. Я ведь только 2 года как грамотец знаю. Слышь, комиссар, ты мне расскажи про Александра Македонского. Рассказать? Могу. Ты, моряк красивый, сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюбил девицу всей душою. Слушай, ты, Что ты моряк стал? красивый сам собою. А? Я давно тебе хотел сказать. Ты бы подтянулся, что ли, малость? Ходишь вечно в таком затрапезном виде. А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии. Должен бойцам пример давать. А что же это твой Александр Македонский-то? В белых перчатках воевал, да? Но и не ходил, как босяк. А ты почем знаешь? 2000 лет тому назад. Гляди у меня. Крепкий тыл решает окончательную победу.
говорит Ленин. И в этом большевистский вождь прав. А у нас в ставке верховного правителя вместо укрепления тыла по-прежнему усердно делят шкуру неубитого медведя. Для восстановления России да, это моя подпись. Ничего не могу поделать, Петрович. Дисциплина. А к тому же о перебежчиках есть приказ главного штаба. А приказ есть приказ, сам знаешь. Погоди. Потапов. Это твой родственник, что ли? Брат. Как же ты раньше? По деревне Буза идет Дмитрий. Ну? Ребята из 3-го взвода барахолят. Найди комвзвода Жихарева. Тащи сюда. Есть. И что ж вы делаете, ироды? Мы вас ждали, а вы последние тащите. Вот у нас советская власть. Тихо, бабуся. На войне и поросенок Божий дар. Окаянные! Аспицы долговязые! Да. От хреновина. Ну, прямо карусель получается. Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Ну, куды христианину податься? Свои идут, уря, уря. Ну, вот те уря. Дождались, мать твою. Твои ребята по деревне барахолят. Ты разрешил? Я? Я и знать не знаю. Так. А ты понимаешь, что это такое? Завтра поговорим. А пока сядешь под арест. Кого под арест? Меня? Боевого командира? Разве такими вещами балуют? Дура!
арестовать его. Подожди. Сначала напишешь приказ. И чтобы все было отдано. До нитки. Где Жихарев? Тут. Сидит под арестом. Ты знаешь, что Жихарев мой боевой товарищ? Знаю. А ты его под арест? Как ты смел? Ты, бумажная душа! А ты знаешь, что он вроде как разрешил? Разрешил! То, что он разрешил, я один могу запретить. Понял? Не пущу, товарищ Наждив. Кто хозяин дивизии? Ты, Илья. Ты и я. Я Чапаев. Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? А ну вон из дивизии, к чертовой матери! Славы мне твоей не нужно. А из дивизии меня может отозвать только тот, кто прислал. Партия. Ты ведь тоже коммунист. Сам должен понимать. А что, товарищи граждане, красные армейцы, который из вас Чапай будет? Ну, я. А не врешь? Не вру. Я самый и есть. Ну, тогда я к тебе. Спасибо тебе, Василий Иванович. Отдали твои ребята барахлишко-то. Все как есть вернули. А то карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят, красные пришли, тоже, понимаешь, грабить начали. Ну, куда крестьянину податься? Вот. Ну, коли так, еще раз тебе, Василий Иванович, спасибо. Спасибо от общества.
Слышь, комиссар, ты созови митинг. Я говорить буду. Василий Иванович, а комиссар-то парень. А я думал, Ты думал. Знаешь уж, Чапаеву не пришлют за мухрышку какого-нибудь. боевых командиров в кутузку сажать. А может, следует? Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей. Для всей Красной Армии пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни свои кладем. Спротив эксплуатации, спротив капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А? Разве ж зато про нас слава идет? Разве ж бандиты, чапаевцы? Ну, гляди у меня, герой. Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот этой вот расстреляю подлеца. А я попадусь. Стреляй меня. Не жалей Чапаева. Я вам иди, командир. Только в строю. А на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью. Садись чай пить. Я обедаю. Пожалуйста, кушай. Вот я какой командир. Я правильно говорю? Правильно я говорю? Ну вот, гляди, не лей у меня. А то я ведь академию не проходил. Я их не закончил. Ну, давай. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, али за коммунистов? Чего? Это я спрашиваю, вы за большевиков, али за коммунистов? Я за интернационал. Василий Иванович, А? а ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за тот, за который нужно, за тот и стою. Ну, а все-таки, за второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, третий большевицкий. Ну и я за третий. Всё. И даже раньше срока. Молодец, Анка. Превзошла технику. Ну, учебе шабаш, Анна.
Теперь вы с Максимом друзья-приятели. Насчет геройства с бабами ты говорила. Вот ухожу к белякам в гости. Чапай с комиссаром ответственное поручение дали. Языка добыть. А сможешь? Я все могу. Эх ты, дядя, я ж патрон-то выну. Положь винтовку, не балуй. Ну? Ну? Много ершей-то помал? Ухи захотел? Растяпа. Митьке, Кому? Митьке. Брат помирает. Ухи просит. Ранен, что ли, брат? Нет. Шампалами. Шампалами, говоришь? И ты же им служишь? Умирает Митька. Ухи просит.
отпустил бы ты меня. И ты отпустил? Отпустил, Василий Иванович. А винтовку его принес. Что? Разява. В трибунал. Лоботряс. Есть трибунал, Василий Иванович. Вообще ты маленько подтянись. Ходишь в таком затрапезном виде, что это? А ты есть сознательный боец регулярной Красной Армии, мой ординарец. Ты должен другим пример показывать. А ты ходишь как босяк. Что это? Одним словом, в трибунал. Умер брат-то, Митька умер. Тоже из крестьян он-то, Василий Иванович. Потом в Балакове плотничал. Да ну. Ага, а теперь полководец и командир. Да еще какой! Михаил Васильевич Фрунзе армию хотел дать Василию Ивановичу-то. Да ну, ты, говорит, Чапай. Да я, говорит. Мы, говорит, да ну. Отказался Василий Иванович. Кто идет? Да делаешь дура, да ответить. Какая разница? Все равно не попал. Что вы не спите, это хорошо. Вот палить зря не следует. А уж стреляешь, так попадай. Тихо. Тихо, товарищ комиссар.
Разведчик? К вам я. Давеча паренек ваш помал меня, да отпустил. Теперь сам пришел. А, Петькин беляк, значит. Так, ну давай оружие. Так на завтра, говоришь, назначено наступление? Так точно. Офицерские части, говоришь? Капелевцы? Так точно. Атаку они придумали там, у штабе. Психическую какую-то, что ли. Петька, ты сведи его к завхозу. Пусть пока при кухне побудет. Ну, идем. А я из-за тебя, брат дядя, чуть под суд не попал. Ну, как думает комиссар? Они хотят остановить нас переходом в контрнаступление и собирают кулак из ударных частей. Да. А как думает командир? Ничего. Встретим. Я в Падив. Коммунистов соберу. Психическая. Ну, хрен с ней, давай психическую. Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной, ты добычи не добьешься. Да. В бой, Василий Иванович, завтра, значит? Значит. А ты что, не спишь? Да. Спи. А потом скажешь. Вот, дескать, все спали. Одному пришлось с казаками воевать. Ложился ли, Василий Иванович? Ложился, спи ты, черт. Может, вчера? А ты что, ревизор? Вот еще, сонный комиссар объявился. Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не тот. Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Да, патронов маловато. Да и людей не мешало б побольше. Ну ничего, ничего, ничего.
Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Недоступный ты для моего разума человек. Наполеон. Прямо Наполеон. Хуже, Петька, хуже. Наполеону-то легче было. Ни те пулеметов, ни те аэропланов, благодать. Мне тоже на днях вот самолет прислали. И от одного бензину, сволочь, жрет, не напасешься. Василий Иванович, а ты армией командовать можешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики? Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да спи ты, наконец, чертова болячка! Часа через пол начнут атаку. Все на месте? Все, кроме кап-эскадрона. Жукова, подлеца, расстреляю. Петька! Крой в эскадрон. Есть. А патронов-то хватит нам? Какой бой? Для хорошего боя и на полчаса не хватит. Принимай, стряпуха. Василий Иванович, в эскадроне командира убили. Что? Жукова убили? Василий Иванович, людей-то возьми с собой. Що ж там з того, що ми заберемо своє? А пани нас гуляють? Треба всіх полюбити. Ты иди, а нас не заставляй. Треба йти свого села по всім селам. Скрізь, скрізь. А ну, пусти! Хватит! Ну и вои! Пускай тебе другие воюют! Чего ж нам от своих домов уходить, а? Правильно! Не пойдешь! Не пойдем! Намучились! Ребята! По домам! Подравняй. Ура! Там лучшие сыны народа жизни свои кладут за наше революционное дело. А вы кровью искупить вину свою. Я сам впереди пойду.
Кто стрелял? Кто стрелял? Мы тут, товарищ командир, сами одного кокнули. По коням! Дядь, дядь, за что люди насмерть идут? За что? Ясно за что. За жизнь. Каждому хорошей жизни хочется. Капелевцы. Офицерский полк. А Чапай где? Держись, Анка. Помираю. Патроны-то. Красиво идут. Дилигенты. Вперед!
Отходи! Здорово нарисовали, а? Сукины дети, а? Смотри, пора. Да. Только вот стишки Не того. Нет. Дед, ты это спрячь, сохрани. Ты звал, Василий Иванович? Звал. Ты что же это, мадам? Стрелять надо, а у тебя пулемет заело? Не заела. Как это не заело? Чего ж не стреляла? Ждала, Чего ждала? когда подойдут поближе. Эх ты какая! Гляди. Великолепно стреляешь. Молодец. Печка, дай сюда. На тебе, на память. Садись чай пить. Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь, веселый разговор, что на свете есть любовь. Взял сын саблю, взял он его остру и зарезал сам себя. Веселый разговор. Он зарезал сам себя. Да, веселый разговор. Ну вот и все, Василий Иванович. Нет, обидели они меня.
У них, Чапай, не одна дивизия, не один фронт. Значит, так надо. Эх, если бы не Фрунзе, ни за что бы не... Вот тебе, Василий Иванович, новый комиссар. Да ты знаешь его. Вот, части красных расположены. Штаб и политотдел в Увищенске, главные силы дивизии у Еланя в Сахарной. Так. Как изволите видеть, штаб оказался изолированным, и проход со стороны Чижинской степи свободен. Так. Понимаете, ваше происходительство? Это единственный случай покончить с Чапаевым. Да. Это наша последняя ставка. Уничтожить Чапаева и во что бы то ни стало удержать Лбищенск. Иного выхода у нас нет. Позади Гурьев и море. Нужен смелый и дельный офицер, чтобы возглавить эту операцию. Кому же вы предлагаете поручить ее, полковник? Я был бы счастлив, ваше происходительство, если бы вы доверили мне эту операцию. Лучшего я не могу и желать. Вам, полковник, я вручаю судьбу нашего фронта. Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в 20 тысяч. Союзное командование, ваше происходительство, могло бы дать и дороже. Ведь позади Гурьев, а в Гурьеве нефть. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молния блистала.
Василий Иванович, А? ночь-то темная. Удвоить бы караулы. Косара теперь до самого Гурьева пятки смазала. К моему носу не сунутся. Гляди, Василий Иванович. Ладно, ладно. Вели выставить добавочные посты. Вы спите, славы. Счастливые вы. Чего? Счастливые вы, говорю, с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди. А ты что же, старый, Василий Иванович? Ну, старый не старый, а все уж не как твой Петька. Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится. Великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо. На славу и на смерть зовущий. Да помирать кому же охота? Да борьба-то у нас такая. Тут уж жизни своей жалеть не приходится. Либо они нас, либо мы их. Нет, мы их. Чего ж замолчали? Петя, а ну. Лучом презренный царь Сибири пробрался тайною вершиной. И пала огромная война. Ну, гожусь я в артисты.
Все спокойно, господин полковник. Путь свободен. Пулеметом! Бежим пулеметом! Катите, говорю! Да не могу я его оставить, не могу! А ты скачи! Ну. Прощай. Ты? Ну, я.
Амба, Василий Иванович, отступать надо. Чапаев никогда не отступал. Вы видите? Я сам. Врешь, не возьмешь.